Привет, с вами Игорь. И сегодня сделаем такой тест, эксперимент, насколько хватает теплоаккумулятора по времени. Водяной теплоаккумулятор у меня работает в системе теплового насоса, в системе отопления, он врезанный на 400 литров металлический. Мы ее еще потом посмотрим, пойдем. Итак, вот только что выключился мой тепловой насос. Вот. И мы видим, накачал он в теплоаккумуляторе 31,6 градусов. Это сейчас мы время засечем. Посмотрим, какое у нас тут время. 3:09. 3 часа 10 минут. И мы будем отслеживать, как быстро будет температура падать в теплоаккумуляторе. Кстати, вот посмотрите, термометры. Это температура компрессора. И это тоже. Датчики практически рядом стоят. А какая разница в показаниях? Вот 71, 77. А тут 78,3. Тут 76 уже. 76. Быстро падает температура компрессора. 76,3, 77. Градус, даже больше градуса разница. Но вот этому я датчику больше доверяю. Это термометры с электронными цифровыми датчиками. А вот этот китайский, сам модуль хороший, многофункциональный вот этот. Но у него там датчик стоит, такая колбочка металлическая. И тут даже в процессе работы такие прыжки температуры могут быть плюс-минус даже до градуса. Так считает, растет, или потом раз прыгнуло там на полградуса в плюс или в минус. Вот такой вот это датчик не очень такой точный. А вот эти вот цифровые, они намного точнее. У них тут и плавно растет и падает температура. Вот, и таких прыжков нет. Я их вот эти вот все, кстати, 5 своих одинаковых цифровых сверял, то они там плюс-минус буквально 1/10 градуса. 1 или 0,2 градуса. Вот, мы уже видим 31 уже и 5. Было только что 31,6. Так, сейчас пойдем посмотрим, какой у меня теплоаккумулятор. Итак, вот мой теплоаккумулятор. Как вы уже знаете, это, кто смотрит мой канал, это просто металлический ящик. Я сам сварил с 3-миллиметрового металла на 400 литров воды. Вот это краник. Сюда я воздух спускал, когда набирал его. Вот. И думал я его утеплить. Но потом понял, что он у меня стоит в доме, зачем его утеплять. Это он отдает тепло, так нормально он отдает тепло, как примерно лишний один радиатор метровый. Так что я просто взял его от стенки, немного изолировал вот этими плитами. Потому что я их уже купил, эти плиты, думал обклеить этот ящик. Потом решил, что это будет лишнее, пускай отдает тепло в дом. Вот здесь вот у меня тоже краник. Я могу перекрыть снизу и сверху. Вот, и там что-то делать с радиаторами, с системой отопления. То есть мне с теплоаккумулятора спускать воду там при каких-то обслуживании или ремонте не надо. Вот здесь у меня стоит циркуляционный насосик. Что это оно темнеет? Что-то непонятно. Вот он. Циркуляционный насос. Он работает постоянно на 3-й скорости. Самой максимальной. Вот. То есть он как бы отсюда с бака высасывает воду в систему отопления. Тут оно расходится. Тут вообще темно. На 2 линии. Вот они. Вот. Идут радиаторы. Одна ветка, и вот вторая ветка пошла тоже в систему отопления. И это обратка. Вот обратку вообще не видно.
Не знаю, как ее показать. Вот обратка. Ну вот она, короче. Тут краник тоже и вход в бак. Вот, тоже вот приходит одна ветка. Вот, тройник тут. И вторая ветка приходит. Вот. Это обратка, да. А сверху подача. Что-то оно темнеет. Объектив то темнеет, то светлеет, не знаю. Ну, я думаю, видно. Снизу и сверху. Да, циркуль у меня работает постоянно. Вот, циркуляционный насос на третьей скорости выключается и включается только тепловой насос. А циркуляционный постоянно отбирает с теплоаккумулятора, ну, гоняет по системе отопления воду с теплоаккумулятора. Так, идем посмотрим, насколько упала температура в теплоаккумуляторе. Так, вот я опять возле своего термометра, и мы видим уже 31,1 градус. Это сейчас я время скажу. Ну, почти за 10 минут полградуса упало. Вот, ну, пока что подождем немного. Вот, я пока отключусь, ждать так мы не будем. Ну, когда градус хотя бы упадет, я опять включусь, скажу за какое время. Так, вот, температура в теплоаккумуляторе упала до 30 градусов. Вот мы видим, и это произошло за, сейчас уже 15:40, за полчаса. За полчаса произошло вот это вот падение на 31,5 там было, да, 31,6, на 1,5 градуса. Ладно, подождем еще до 29 градусов, насколько упадет. Вот. Упала температура уже, как видите, до 28, 29, только что было 29, 28,9. И это у нас за 50 минут. Да, в 3:10 было, выключился тепловой насос, уже 4 часа. То есть за 50 минут у нас упала температура на 2,5 градуса. Да. Но при такой температуре 29 градусов я тепловой насос еще не включаю. Обычно. Я обычно ее включаю при температуре 25-26 градусов. И то, если не забуду там или если я дома. Вот. А иногда даже и меньше опускается. Если включать вот именно при такой температуре, ну, держать вот в таком вот диапазоне 29-31,5, то в доме будет даже больше, чем 20 градусов. Ну, 21, 22, где-то так. Это кто любит потеплее, то можно в таком диапазоне работать. Ну, мне хватает 18-20, поэтому так, смотрим, ждем дальше, сколько еще упадет на градус температура. Так, еще упала температура на градус в моем теплоаккумуляторе и системе отопления, соответственно. Вот, уже 28, и время сейчас у нас 16:30, 15:10 выключился тепловой насос. Это уже прошло час 20. Ну да, час 20. Так, выключимся еще, подождем. Так, прошло еще какое-то время. И уже 27 градусов. А прошло у нас 4:58, 5 часов, 3:10, 2 часа без 10 минут уже прошло. Так, подождем еще на градус. Так, вот уже у нас 26 градусов в теплоаккумуляторе, ну и в системе отопления тоже.
И на часиках у нас 5:30. Это получается в 3 часа 10 минут мы начали эксперимент этот. И всего получается 2,5, почти 2,5 часа прошло. Вот. В таком вот режиме я и эксплуатирую тепловой насос свой. Температура сначала повышается, когда он работает, примерно до 31,5, 32 градуса. Это еще зависит от наружной температуры, от температуры в веранде, потому что у меня термометр срабатывает от температуры компрессора. И выключается потом он сам. Я его еще пока что не автоматизировал. Включаю я его при температуре примерно 26, 27, 25. Бывает, что там прозеваю или забуду, или меня нет дома, то даже 24. При таком режиме температура в самом доме меняется примерно с 18 до 20 градусов. Тоже там сильно зависит от наружной температуры в данный момент. Если очень холодно, то она немного быстрее падает. И надо чаще ее включать. Как-то так. Какие нам дают преимущества использования? Какие у нас преимущества при использовании теплоаккумулятора при отоплении именно тепловым насосом? Самое главное преимущество — это то, что мы можем меньше, это позволяет использование теплоаккумулятора, позволяет осуществлять меньшее количество пусков за сутки, например. То есть, получается, где-то 2-2,5 часа он стоит, компрессор, и потом примерно 2 часа, тоже 2,5 ему надо, чтобы опять нагнать ту температуру. Это примерно 50% коэффициент использования, то есть где-то 10-12 часов в сутки у меня работает тепловой насос. Если бы не было теплоаккумулятора, он бы те же самые 10-12 часов работал бы, но количество пусков намного бы увеличилось. Он бы стартовал бы очень часто. Я не знаю, правда, как часто. Радиаторы стальные 22 типа, они очень быстро остывают. Если выключить, например, циркуляционный насос, то радиатор, в нем там всего-то 5 литров воды, и плюс сама металлическая часть, металлический радиатор. Но он остывает очень быстро. Это 10, 15, 20 минут, и он холодный. Все. То есть, если бы не было теплоаккумулятора, он бы включался каждые 15-20 минут, мой тепловой насос. Хотя время продолжительности работы за сутки, оно бы не изменилось. Тоже те же самые были бы 10-12 часов, но очень большое количество пусков. Почему это важно? Я когда подбирал себе компрессор, там смотрел всякие сайты, даташиты эти на компрессора, то некоторые производители компрессоров, они пишут не срок службы компрессора, там где пишут, они пишут не моточасы, то есть не срок службы компрессора не в часах наработки, сколько там он всего может наработать, там 100 тысяч часов, я уже точно не, например. А некоторые производители пишут количество пусков этого компрессора, то есть, например, там несколько, 5 или 10 тысяч пусков компрессора, это его срок службы. То есть, из этой информации можно заключить, что самый неприятный момент в жизни компрессора, теплового насоса, я думаю, это то же самое касается и спиральных компрессоров, специальных для тепловых насосов. Этот самый неприятный момент в жизни компрессора — это пуск, это его пуск. Я думаю, что для ДВС это то же самое касается.
Вот. И то же самое получается с этими компрессорами. Вот. То есть, чем меньше у меня пусков за сутки, за какое-то время, тем дольше проработает сам компрессор. Вот такой вот можно сделать вывод из таких вот этих вот даташитов. То есть компрессору лучше включиться и работать. Работать там час, два, три, четыре, пять, там даже 10 часов работать в сутки без выключения. Это для него не страшно абсолютно. Он просто набирает свою температуру и так вот держится. Вот. Но намного хуже для него проработать те самые 10 часов в сутки, но, например, с 20 или 30 пусками через каждых там полчаса, ну это считать надо сколько там. То есть для компрессора это намного хуже. Вот этот именно момент пуска, он как-то там, ну, влияет плохо там, ну, на компрессор. Я не знаю, что там влияет, но вот именно с этой информацией, что я же говорю, в даташитах, да, пишут количество пусков. Некоторые пишут производители количество моточасов наработки, а некоторые пишут количество пусков в сроке службы компрессора. Вот, поэтому теплоаккумулятор, я считаю, надо ставить в такую систему. Ну, если в принципе есть теплые полы, тепловой насос работает на теплые полы, то тут роль теплоаккумулятора исполняет сам теплый пол. То есть тепловой насос, компрессор тоже не будет запускаться так часто, как если бы не было бы у нас, например, не теплых полов, у меня бы не было, ну, например, теплоаккумулятора и напрямую систему отопления, то тепловой насос бы очень часто запускался, и это было бы не очень хорошо для самого компрессора. Вот. Еще одно преимущество, то, что у меня работает еще ночной тариф, есть двухтарифный счетчик, и теплоаккумулятор позволяет немного больше его использовать ночью, вот именно по ночному тарифу, то есть как бы на день немного, ну немножко, не сильно много, но немного все-таки запасать энергии и на день. Вот там я видел на некоторых каналах, что люди как-то там умудряются теплыми полами пользоваться, вообще включать только по ночному тарифу, вот, теплые полы, днем вообще не стараются не включать, потому что это дорого, ну чисто электричеством типа греют. Электрокотлом теплые полы только ночью, а днем нет. Ну, я не знаю, это какие бы они ни были эти теплые полы, мне кажется, но они не смогут саккумулировать столько энергии, чтобы их хватило на весь день поддерживать там в пределах плюс-минус 2 градуса, это комфортно считается, нормально. Вот, поддерживать температуру в доме, ну, не меньше там, чтобы падение было на 2 градуса. Что-то мне не верится, что можно только ночью использовать. Вот. А если только ночью, то это должен быть очень большой теплоаккумулятор, ну, например, водяной, то я даже не знаю, насколько это он тонн должен быть. Вот. Плюс сам тепловой насос, компрессор должен быть намного мощнее, то есть он как бы должен за ночь, это всего-навсего, ну, ночной тариф, он работает он только третью часть суток, то есть за третью часть суток он должен запасти тепла на все сутки, то есть он должен быть даже в 3 раза мощнее сам компрессор и тепловой насос, чтобы запасти всего за 8 часов он должен нагреть нам и дом, и запасти энергии в тепловой аккумулятор, там, я не знаю, 10, 15, 20 тонн, какой он должен быть, чтобы его хватило. То есть, ну, я считаю лично, что это нецелесообразно. Из-за вот этой вот экономии такая, это уже чересчур, как бы. Вот, что у нас получается такой огромный теплоаккумулятор. Плюс надо всю установку делать в 3 раза мощнее. В 3 раза покупать мощнее компрессор. Вот, больше прокачка воды. Ну, это тянет за собой тоже. Хотя там будет, да, экономия будет, но я думаю, что это нецелесообразно. Хотя, может быть, для кого-то так было бы и лучше. Ну, тут надо смотреть, я думаю, что по обстоятельствам. Каждый в своих личных, там, ну, свои собственные обстоятельства имеет, какие-то условия в своем доме. И вот, исходя из этих условий, надо рассчитывать свои системы отопления. Кому-то, может быть, и действительно
будет выгодно сделать такой теплоаккумулятор, чтобы он запасал энергию за ночь аж на весь день. Но в моем случае это нерационально и, я думаю, невыгодно. Вот. Потом еще довольно хорошие результаты использования вот такого водяного теплоаккумулятора, если мы топим печкой дровами. Я это тоже проверял, потому что теплоаккумулятор я поставил немного раньше, то есть у меня уже в системе отопления стоял теплоаккумулятор, а тепловой насос еще не работал. Вот, то есть я его нагревал печкой, этот теплок. Я его так довольно неплохо нагревал. И в нем так хорошо получается, ну вот самый большой недостаток, да, отопления печное, это у нас такой большой перепад температур на протяжении суток. Когда мы топим, то есть может быть даже очень тепло, аж чересчур, а вот под утро, когда мы не топим или там перед самой топкой, может быть температура очень сильно падать в доме. Так вот, водяной теплоаккумулятор, который я поставил, он очень хорошо выравнивает вот эту вот дисбаланс, вот этот температуры, и нормально. Там уже примерно температура, да, немного туда-сюда прыгает, но уже не настолько сильно. То есть, плюс аккумуляция самой печки, это кирпич там, и вот эти вот 400 литров, они показали, вот в моем случае, как у меня, я рассказываю про свой собственный опыт, то если вы топите дровами, то тоже теплоаккумулятор, он вам поможет выровнять вот эту вот разницу температур, чтобы под утро у вас не было так холодно при печном отоплении. Конечно, если вы не топите дровами круглосуточно, тогда да, тут он как бы не очень не нужен. А если у вас вы один раз в день топите или два раза, то теплоаккумулятор вам бы очень даже и пригодился. Вот, ну вот такие у меня мысли были, такой эксперимент сегодня. Вроде бы все, что я хотел сказать. Вот, как я уже сказал, если держать диапазон температур меньше, то есть не допускать там до падения до 26, 25, 24 градусов, где-то держать вот так вот 29, 31, вот это плюс-минус 2 градуса, да, 29 упало, включился, но это когда я уже автоматику сделаю на тепловой насос, я уже смогу там регулировать, какая мне надо, то в доме будет даже больше 20, то есть там 21, 20, где-то 20, 22 будет держаться температура. То есть это вполне все регулируется, и я же говорю, запас мощности в этого теплового насоса есть достаточный, чтобы поднимать даже выше 20 градусов. Ну так как я же говорю, что у меня только 0,5 коэффициент использования, так что если он бы работал, допустить, там не 0,5, а 0,7, 0,8, то есть не половину суток, а больше половины суток. То есть, соответственно, то есть куда наращивать температуру. Ну, мне это не надо просто. Мне 18-20 вполне приемлема для меня температура в доме. Как бы мне это не надо. Вот, ну ладненько. Короче, пишите все, что вы думаете в комментариях. Всем пока, до следующих видео.